Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, что ни в коем случае не стоит держать в доме. Именно как это очень влияет на ваш достаток, на ваше здоровье, на ваше благополучие и так далее. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и не забудьте сделать важные выводы. Вы знаете, очень важно содержать энергетику своего жилья в целостности и сохранности, прикладывая для этого много усилий. Ведь от этого напрямую зависит жизнь всех тех, кто живет в таком доме. А для этого нужно содержать все правила, а также вовремя освобождать дом от всего того, что мешает поступлению светлых энергий в ваш дом. А значит, энергетика жилья не сможет укрепляться, а будет только ослабевать. Светлые энергии, которые наполняют дом, должны постоянно находиться в движении и подпитываться положительными энергиями. Поэтому очень важно соблюдать все правила, изучать постоянно что-то новое и учиться управлять энергиями, используя их силу только себе во благо. Важно также, чтобы в доме всегда был порядок, чтобы не было мусора. Для этого у нас с вами есть мусорное ведро. Нужно выносить мусор каждый день. Делать это обязательно нужно до захода солнца. Оно не должно находиться на кухне, так как кухня – это сакральное место, которое распространяет положительные энергии по всему дому. А мусор, как вы знаете, способен притягивать негатив. Пусть даже его в ведре практически не будет, что кухня очень быстро приумножит и распространит по дому. Если с мусором все ясно и эти правила практически все знают, то с другими составляющими очистки дома от ненужных вещей, которые нарушают его особую энергетику, приходится трудно, так как многие из нас откладывают момент расставания с ними, считая, что они еще обязательно пригодятся, что придет время и они будут востребованы, но это обманчиво. От такого мышления нужно избавляться и категорически менять его в другом направлении. Вы должны осознать простую истину, что если вы что-то не используете на протяжении некоторого периода времени, то и не будете использовать это и в дальнейшей жизни. А таким действием вы будете только притягивать к себе негатив и не подпускать в свою жизнь осознанно какие-то приятные события и радостные моменты, из-за чего она будет разнообразной, скучной, а вы постоянно будете ощущать в чем-то нужду, а также желание что-то изменить. Но у вас на это не будет уже энергетических сил, так как негатив, в котором вы будете жить, будет вас окружать и лишать всякой возможности ему противостоять. Поэтому не допускайте такого и вовремя избавляйтесь от того, о чем я вам сегодня расскажу. Начните со своей одежды, уменьшите ее количество, избавьтесь от всего того, что имеет дырки, потертости, то, что лежит в вашем шкафу без дела. Возле вас не должно быть места и для вещей, которые не подходят вам по размеру, которые вышли из моды, особенно те, надевая которые вы ощущаете себя неловко. Вам хочется опустить голову, сделать так, чтобы вас не замечали окружающие люди. Надевая вещи, вы должны наоборот ощущать свою превосходность. Вы должны сами себе в них нравиться. Так вы будете излучать энергетическую силу и притягивать хорошие энергии, которые будут вам помогать противостоять любым трудностям, если таковые придут в вашу жизнь. У вас не должно быть и старой обуви, надевая которую вам неудобно, так как каблук, который вы носили несколько лет назад, сейчас вам уже не подходит, а истоптанная обувь способна причинить человеку непоправимый вред, так как на ногах у нас находятся энергетические каналы, через которые мы сами принимаем сильные энергии от окружающего мира. А такая обувь будет притягивать настолько сильный негатив, что в результате он перекроет эти каналы. Я думаю, что каждый из вас замечал то, что есть женщины, посмотрев на которых кажется, что они с большим трудом делают свои шаги. В данном случае я не имею в виду людей, которые имеют какие-то проблемы со здоровьем, а говорю об обычных женщинах, когда, глядя на них, кажется, что если бы они сняли данную обувь, которая на них, то пошли бы легко и свободно. На самом деле это не впечатление, это так и есть. Они тянут на своих ногах разрушительный негатив, они собираются
его помощью и другой негатив, который встречается на их пути. Все это отягощает их ход и, соответственно, жизнь. Поэтому не жалейте избавляться вовремя от всего того, что вам не нравится, и то, что просто заполняет ваши шкафы. Раз в полгода, в год это вы должны решить самостоятельно, прислушавшись к внутреннему чувству, вынимайте из шкафов весь свой гардероб, перемеряйте его полностью, даже если на это нужно будет потратить немало времени. Смотрите на себя в зеркало и прислушивайтесь к тому, что говорит ваша интуиция. Если вы ощущаете дискомфорт, оставляйте, а если, надев вещь, вы чувствуете себя красоткой, вы излучаете счастье, таким вещам нужно быть только место в вашем шкафу. Пусть их лучше будет немного, но все же они будут нужными и любимыми. Таким образом, и энергетику собственного дома вы сохраните, не заполнив ненужным негативом. Вы знаете, что зеркала способны впитывать в себя энергии, которые их окружают, а затем передавать их тем, кто в них смотрит, а также будут излучать и нехорошие энергии, а это непосредственно уже будет влиять и на энергетику жилья в целом. Надбитые зеркала со сколами, дефектами будут излучать только негатив, а в ночное время они могут притягивать в дом нехорошие сущности, которые способны принести в такой дом даже беды. Если вы будете смотреть в зеркало, которое повреждено, оно будет разрезать ваше биополе, а без крепкого биополя вы не сможете противостоять никакому злу, а также будете притягивать все плохое, как в доме, так и вне его. А значит, приносить негатив в большом количестве, который пагубно скажется на энергетике уже всего жилья. Поэтому не стоит рисковать, если в вашем доме что-то произошло с зеркалом, сразу замените его на новое, чтобы оно помогало вам и притягивало только хорошие и добрые энергии. Прикрепите к нему палочку корицы, веточку мяты. Как только светлые энергии будут в него впитываться и приумножаться, распространяясь тем самым по всему дому. Очищайте зеркала с помощью огня, воды, соли, чтобы собирать ненужные энергии, если зеркало вдруг их притянет. Не должно в вашем доме быть и поврежденной посуды, тарелок и чашек со сколами, так как такие предметы способны наполнять дом постоянными проблемами, а люди, которые в большей степени будут использовать их для приема еды или для чаепития, будут ко всему иметь еще и проблемы со здоровьем, их иммунитет ослабнет, а энергетические каналы загрязнятся. Посуда с повреждениями способна влиять не только на энергетику жилья, но и на семейные отношения, в которых будет такой же раскол, как и на посуде. Поэтому не рискуйте и сразу избавляйтесь от такой посуды, чтобы потом не думать о том, как избавляться от возникших проблем. Не должно быть и кастрюль со сколотой эмалью, так как если вы в такой кастрюле будете варить суп, негатив будет приумножаться с помощью воды и окажет непоправимое разрушительное влияние на тех, кто данную еду будет есть. Проблемы могут зацепить любую сферу жизни. Посуда должна иметь не только эстетический вид, а вы, выставляя ее на стол, должны ощущать моральное удовлетворение. Она должна помогать вам сохранять светлую энергетику в вашем жилье и притягивать энергии, которые отвечают за счастье, ко всем тем, кто в данном доме живет. Пусть она будет не очень дорогая, но красивая и целая, поэтому избавляйтесь без сожаления от побитой, некрасивой, отслужившей свой век и, конечно же, от всего того, что не имеет пару. И тогда в доме всегда будет царить любовь, взаимопонимание и потоки сильных положительных энергий. Сломанная техника – это еще один камень преткновения, от которого сложно сразу избавиться. Ведь порой для того, чтобы купить ту или иную вещь, приходится приложить много усилий, труда, вложить немалую сумму денег. Бывает и такое, что когда-то что-то было куплено, но так и не пришло время этим прибором воспользоваться. Он как бы новый, но уже не нужный, так как уже есть более новая и современная техника. Но это очень неправильные действия. На такую технику постоянно падает пыль, она притягивает негатив, а значит, этот негатив вредит энергетике вашего жилья, нарушая ее, что, конечно же, будет ощутимо и для тех, кто в доме живет. Стоит то, что тянется грузом, вовремя отпускать, избавляться от этого, ведь если так не поступать, то ничего нового, более положительного и разнообразного к вам не придет. Поэтому отпускайте то, что устарело, то, что поломалось, принимайте то, что будет радовать и менять жизнь, облегчая ее.
Не должно в вашем доме быть старых журналов, газет, так как все это мешает не только светлым энергиям поступать в ваш дом, но и мешает чему-то новому приходить в вашу жизнь. Пустые бутылки, которые многие привыкли складывать на случай, а вдруг пригодится, кроме как пустоту в ваш дом, больше ничего не способны притянуть. Из-за таких вещей, предметов вы можете лишиться и того, к чему долго стремились и о чем постоянно мечтали. Не стоит рисковать и потом жалеть о том, что не придали этому значения, оттолкнув нужные энергии из дома и сознательно заменив их на пустоту и на негатив. В вашем доме не должно также храниться вещи, которые напоминают вам о каких-то печальных событиях, которые на определенном этапе наполнили вашу жизнь, будь то потеря близкого человека или же расставание с вашей второй половинкой. Чем быстрее вы избавитесь от таких вещей, тем быстрее в ваш дом начнут поступать светлые энергии, которые помогут вам справиться с печалью и наполнят вас новыми эмоциями, которые вам нужны. Не нужно хранить и подарки от недоброжелателей, завистливых людей или тех, кто относится к вам неискренне, так как такие вещи будут постоянно притягивать в ваш дом посылы, которые данные люди будут постоянно к вам отправлять. Поэтому лучше продать такую категорию вещей, а на вырученные деньги купить то, что не будут с такими людьми иметь ничего общего. А вы будете, глядя на такую покупку, испытывать счастье и приумножать особую энергетику своего жилья. Не должно быть картин, на которых изображено что-то нехорошее, сцены насилия. Это то же самое касается и фотографий, на которые могут быть изображены места аварий, трагедий, какие-то старинные здания, где произошло много негативных действий, связанных со смертью. Негативная энергетика, которую будут излучать данные вещи, будет нести в себе проблемы в дом, ссоры в семью и влиять на эмоциональном уровне на всех тех, кто в этом доме живет. Могут начаться депрессия, апатия, нежелание заниматься любимым делом или чем-то хорошим. Зло будет переполнять, а также провоцировать всплески агрессии. А это уже скажется и на общении с окружающими людьми не самым наилучшим образом. Есть люди, которые приносят в дом вещи с кладбища. Это ни в коем случае делать нельзя, так как такое действие особенно способно разрушить энергетику жилья напрочь. А начальник семьи скажется пагубно. Будут проблемы со здоровьем, а в доме начнут присутствовать различного рода беды и злые сущности. Не должно быть в доме и предметов, которые несут в себе мертвые энергии. Это чучело животных, это у нас с вами рога, различного рода шкуры, которые многие по незнанию стелят на пол и позволяют еще детям сидеть и играть на них. Такие вещи будут разрушать энергетику всех жильцов без исключения. Их сон нарушится, будут мучить кошмары, ночные страхи, присутствовать постоянно нехватка воздуха и желание скорее его покинуть. Важно, чтобы в доме всегда был новый веник, так как это оберег вашего жилья. Он способен убирать негатив, защищать вас от неискренних людей и притягивать в дом потоки светлых энергий. От старого веника нужно обязательно вовремя избавляться, используя для этого все правила, которые связаны с ним, чтобы не приумножить и не оставить негатив, который он собирал на протяжении многого времени, а значит и не повредить энергетику жилья. В доме не должно быть и сухих цветов. Если у вас есть такая привычка сохранять подолгу цветы, которые вам подарили, откажитесь от нее, так как она не только притянет к вам проблемы с самочувствием, но и проблемы денежного характера, которые коснутся всех в доме. Не должно в вашем доме быть и анютиных глазок, потому что они принесут в ваш дом раздор и отсутствие взаимопонимания. Не нужно заводить и пальму, она будет негативно влиять на энергетику жилья, тем самым привлекая несчастье. Искусственные цветы также притягивают нехорошие энергии, поэтому, если вы уже сильно их любите, не держите хотя бы их в спальне, так как во время сна они будут негативно влиять на всех тех, кто находится с ними в одной комнате, тем самым переплетая негативные энергии, которые излучают с энергетикой спящих людей, что будет нарушать ритмы сердцебиения и может вызвать тем самым немалые проблемы.
Не стоит, друзья, наполнять свой дом ненужными предметами, вещами. Соблюдайте в нем порядок, как физическую, так и энергетическую. Тогда ваш дом всегда будет наполнен хорошими энергиями. Его энергетика будет сильной и мощной, и вас будет окружать только счастье, удача, благополучие, изобилие, достаток. В таком доме будет приятно находиться, легко дышать, а все члены семьи будут излучать только счастье и радость. Здоровье будет крепким, а отношения в семье будут любящими. Помните, пожалуйста, об этих правилах и не забывайте. Очень часто многие люди не думают об этом, потому что каждому человеку хочется иметь какие-то вещи в своем доме, в своей жизни, но не всегда по разным причинам человек может их заиметь. И, соответственно, каждый человек думает о том, что вот он сейчас это изменит. Этого делать, друзья, не стоит. Помните об этих правилах и используйте их обязательно, друзья, в жизни. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео. А пока заходите на наш канал, у нас еще много интересной, полезной и важной для вас информации.